В этом видео мы быстренько пройдемся по всем методам, создадим методы для работы по отдельности для get, post, put, для всего этого. Побыстреньку создадим для начала, потому что, если смотрите, прошлую уроку мы создали уже предметную область, создали класс кофе, и давайте сделаем побольше экранчик, чтобы вам было все видно, вот так, покрупнее. Будем все это поместим в перемену. Приват. Давайте интерфейс возьмем более высокоуровневый для этой переменной. Возьмем лист, хотя будем в ней хранить обычный array лист, но лист он уже включает данный интерфейс. Так, кофе. И перемена туда, и присвоим ей array list. Все. Теперь можно уже создать сам первый метод. Точнее, здесь еще и заполним его. Это будет правильно. Создадим конструктор. И в конструкторе это все заполним его. Используется методом addAll. И добавим туда набор новых кофе. Например, там где кофе. Вот он. И давайте какой-нибудь будем по порядку делать. Давайте вот такое кофе добавим. А, Давайте что-то подсказки давайте. Вот, пускай даже и пицца будет, ничего страшного, добавим. И еще какой-нибудь. Такой, например. Вот такой. Точнее, неправильно писал. Вот так. Окей. Так, не забываем точку запятой, иначе будет ругаться среда нашей разработки. Все, в принципе, мы заполнили список, и теперь можем его уже задать первый метод, который с помощью аннотации, так и назовем его, давайте, get coffee. Давайте сразу аннотацию сделаем. Это у нас request, используется request mapping. И пройдемся variable. Давайте пускай вот так вот кофе. И будем возвращать return кофе. Окей. Метод здесь укажем value, где обозначим уже наш endpoint, который будет возвращаться. Например, это будет кофе. И укажем метод, можно передавать, и укажем, что это будет у нас метод get. Вот. А, Так вот, к аннотации я добавил спецификацию пути кофе и тип метода, который он возвращает. По методу будет отвечать за этот метод будет возвращать за возвращение просто по пути кофе нашего списка, который мы уже указали. И при том он будет принимать только запросы типа get. Данный код можно еще больше упростить и воспользоваться нотацией get mapping. И это будет тогда можно будет избавиться от пути, от метода, и он сразу будет возвращать. Давайте упростим его, избавимся от этого. Давайте я закомментирую и покажу, как можно с помощью get mapping. И здесь мы просто возвращаем, указываем, по какому пути будет доступны наши все данные, которые мы создали весь список.
Поэтому здесь уже можно не включать метод, который он будет возвращать, и это все упрощает. Вот. В принципе, первый метод мы создали. Теперь по аналогии можно создать быстренько, если нам нужно вернуть только один а, из списка какое-то определенное одно значение, можно сделать, например, метод. Сделаем его, например, ну, то же самое. Пойдем сюда с аннотацией, get mapping, укажем, по какому пути он будет все это возвращать. И укажем то, что он будет еще принимать айдишник, который нам надо будет вернуть. Он будет нам возвращать поле типа optional с типом кофе и назовем его get coffee by ID. Давайте так его. Вот. Он будет у нас принимать для того, чтобы вернуть этот ID с помощью аннотации pass variable. Тип у нас будет string, и он будет возвращать ID-шник. Окей, мы это сделали. С помощью цикла пройдемся по нашему, возьмем C и с кофе. Окей. Если сравним, если это айдишник у нас есть, кстати, даже уже среда подсказывает, данный кофе у нас есть, то мы будем его возвращать. Если его не будет, то мы просто вернем пустое значение. Ну, optional empty. Все, это мы создали для одного, если будет, захотим вернуть один. Для метода post воспользуемся аннотацией post mapping, аналогом get mapping. Тоже быстренько все делаем. Post mapping будет он доступен по такому. Так, прошу прощения. Вот так. Он будет принимать все запросы типа post. Будет возвращаем, и давайте его назовем post кофе. Он у нас будет принимает как параметром через аннотацию request body кофе, окей, все отлично, и сам добавим в наш список с помощью так, с помощью метода add наш кофе, который мы будем получать. Он будет принимать в формате JSON по умолчанию, поэтому здесь ничего не надо будет распарсивать. Так, и вернем сам кофе. Все, мы сделали пост. Очень все быстро, просто и очень все легко с помощью аннотаций. Не надо ничего лишнего кода писать. С методом put тут уже надо будет принимать. Давайте сразу сделаем метод put mapping. Будет он доступен у нас тоже по кофе. Coffees и передавать будем ID, которого мы будем обновлять, или если такого не будет у нас в нашем списке, то будем создавать его. Это даем интерфейс и put coffee. Так, он будет у нас принимать уже два параметра. Сам объект, да, объект для обновления и айдишник, который мы будем для сравнения. Вот, кстати, нам уже среда даже подсказывает, что request body, все окей. Для начала мы создадим индекс, по которому будем coffee индекс и давайте присвоим значение +1, если это ничего у нас нету. С помощью цикла пройдемся по кофе, по нашему списку и И сравним, точнее, есть, посмотрим, есть ли оно в наличии. Так, он уже сразу подсказывает. Воспользуемся методом equals, сравним, есть ли
он у нас есть такой, то м, кофе индекс добавляем кофе, возьмем наш этот метод и с помощью индекс of проверим, если такой, так, здесь давайте изменим, вот так вот сделаем, так будет удобнее. А, И здесь то же самое, пройдемся вот так вот и присвоим, посмотрим. Если он такой у нас, он его находит, то мы просто будем с помощью метода set, давайте воспользуемся методом, и создадим новое поле. С этим, точнее, обновим новое поле с индексом, который у нас уже есть. Если такого поля нету, то, мы вернем кофе индекс. Если его нету, если оно true, то мы вернем, точнее, да, все правильно. Если оно будет равно, то мы такого списка он не находит, этого значения, то мы создаем новое. Используем методом post и туда передадим то значение, которое к нам мы передаем через body. Если оно есть, то мы просто возвращаем список обновленный. Все, метод put мы сделали быстро. С делитом еще проще. Тоже воспользуемся аннотацией delete mapping, которая будет у нас доступна по Coffees. И сюда мы будем передавать ID поля, которое мы будем удалять. Здесь он будет возвращать, а, просто void ставим, delete coffee, и воспользуемся методом remove if. Берем наш список и, кстати, да, уже подсказывает. И сравниваем. Туда передаем уже функцию, которая уже сравнивает. Если такое-то есть, то мы вот удаляем. Оно возвращает true или false. Все очень просто. Все, мы уже сделали. Давайте быстренько запустим и проверим, что у нас получилось. Так, сейчас сделаю побольше. Окей, все, запускаем. Воспользуемся простой утилиткой. ам, а, Ну, в принципе, это все. В следующем уже видосе я покажу, как это все протестировать и посмотреть, как оно все работает.